Всем привет, друзья! Сегодняшняя тема видео «А что приготовить на обед?» Быстро, просто и повкуснее. Готовлю я наивкуснейший борщ. Так готовлю его я в Германии. Это что-то невероятно вкусное. Минимум времени, максимум вкуса. Все, в общем, друзья, расхвалила. Давайте сейчас перейдем к списку продуктов. Для этого борща нам потребуется фасоль в баночках, также маринованная свекла, по-немецки называется rote Beete in Würfeln, mild süß. Также нам потребуется Weinsauerkraut, это вот такая очень хорошая капустка, я все время беру от марки Мильдеса. Томатный сок, томатная паста в этом рецепте не предусмотрена, так как она борщ превращает в соус. Она очень загущает суп. Поэтому рекомендую использовать помидорки в собственном соку. Также нам потребуется картошка. Готовить борщ буду на топленом масле. Вот подготовила мяско, куриные грудки. Также можно использовать индюшатину, телятину, кому как нравится. Вот такая конусообразная капустка. Нарезку овощей показывать не буду. Репчатый лучок. Также нам потребуется такая вот свежая фасолька. Ну и какой же борщ без свежей свеклы, чеснока, морковки и красного перца. Перчик использую вот такой вот длинненький. Для того, чтобы вкус борща был такой более нежный, я вот где могла, вот там сняла чисткой шкуру. Для приготовления борща использую топленое сливочное масло, масло домашнего приготовления. Небольшое количество, где-то вот столовую ложечку. И теперь нужно будет дать маслу хорошенько нагреться. Масло распустилось, заскворчало. Теперь добавляю сюда мясо. Курицу порезала вот таким вот небольшим кубиком. И вот теперь курицу сейчас с одной стороны обжариваем, не перемешивая, где-то около 5 минут, а потом переворачиваем на другую сторону, так, чтобы мясо запечаталось и внутри было сочным. Обжаренное мясо придаст борщу такой яркий, насыщенный мясной вкус. Теперь добавляю сюда картофель. Картошечку тоже так, посмотрите, порезала средним кубиком. Заливаю все это водой. Вода кипяченая. Накрываю крышкой и готовлю до полуготовности. Пока готовится курица и картофель, приготовим зажарку. Зажарку буду готовить на основе подсолнечного масла. Масло холодного отжима. Такое ароматное. Небольшое количество. Добавляю сюда порезанный репчатый лук и готовлю до золотистости. Лук нужно будет немножко подсолить. Также добавляю где-то столовую ложку сахара. Как только лучок слегка подзолотился, добавляю сюда соломкой потертое яблоко. Яблоко очистила от кожуры. И соломкой потертую морковь. Все это обжариваем где-то около 2 минут. На высокой температуре помешивая. Теперь добавляю сюда томат.
По-немецки пассирте томатен. Помидорки. Такой густой томатный сок. Томатная паста в этом рецепте не предусмотрена. Она сгущает борщик. Мне вот больше нравится борщ с томатным густым соком. И теперь жарим до тех пор, пока вот не выпарится вот эта вот лишняя жидкость из помидорок. Должно запахнуть такими жареными томатами. Зажарка готова. Этот борщ состоит у меня из 2 зажарок. Теперь на этой же сковороде, не моем ее, зажариваем свеклу. Друзья, свекла вот тоже порезанная соломкой. Масло сюда добавлять не нужно. Выливаем сок 1 крупного лимона. Это делается для того, чтобы свекла не потеряла свой цвет в борще. И борщ получается такого насыщенного, яркого цвета. Все это обжариваем где-то около 2 минут. Друзья, вторая зажарка готова. Здесь вот, как вы заметили, минимальное количество масла, которое осталось от первой зажарки. Масло наливать не нужно, иначе борщ получится такой жирнючий. Выкладываю в первую зажарку. Так, все, больше ничего зажаривать не нужно. Друзья, посмотрите, картошка почти сварена до готовности. Нож вот так легко проваливается. Она почти готовая. Теперь добавляю сюда капусту. Капуста свежая, очень такая нежная, быстро готовится. Около 10 минут, и она будет готова. Также сюда к капусте отправляю сельдерей. Вот такими кусочками порезанные. Стручковая фасоль. И паприка. Болгарский перец. Все перемешиваю. Мне нравится, когда в борще стоит ложка. Густой такой борщ. Густоту борща можете регулировать по своему вкусу. Также я сюда добавляю порей и чесночок мелко порезанный. И все это сейчас с капусткой за 10 минут приготовится. В готовый борщ закладываю зажарку. Первая и вторая зажарка. Капуста. Квашеная капуста. Можно также добавить домашнюю капусту. Я сама ее квашу. Но я вам хочу сказать, вот этот вот борщ с магазинной капустой мне нравится больше. Он по вкусу напоминает вот те вот советские времена, когда нам вот подавали борщ в столовых. Это невероятно вкусная капуста. Так, капусточку заложили. Теперь сюда добавляю фасоль, лавровый лист
маринованная свекла. Она тоже придает цвет борщу и такую пикантную нотку. Борщ получается такой с кислинкой. По вкусу добавляю укропчик. Можно добавить петрушку, но у меня нету. Такие стандартные приправы. И черный перец. Остринку уже каждый может добавить себе по вкусу в тарелочку. Вот, посмотрите. Ложка в борще у меня стоит. Такой густой. Густоту регулируйте по своему вкусу. Кому как нравится. И добавлю еще в конце варки сюда ложку топленого сливочного масла, так как куриная грудка обезжиренная, и зажарки мы делали по минимуму, добавляя масла. Поэтому в конце варки еще вот ложечку добавлю. Если используете какое-то жирное мясо, тогда жиринку уже добавлять не нужно. И вот теперь борщу нужно будет дать закипеть. После закипания провариваю где-то около 2 минут. Отключаю плиту и даю борщу настояться. Я что еще хочу сказать насчет этой маринованной капустки. Ее долго варить не нужно. Она уже готовая. Буквально 3 минуты и борщ готов. На моем канале уже есть несколько рецептов борщей, все они очень удачные, но это один из любимейших рецептов. Первый день борщ вкусный, на второй день получается он еще вкуснее, а на 4-й просто словами не передать, какой он вкусный. И давайте, где моя большая поварешка, я сейчас налью борщик в тарелочку, и вы посмотрите, как он прекрасно смотрится. Вот такой невероятно вкусный, насыщенного бордового цвета борщ. К борщу можно подать сметану. Я люблю, когда много сметаны в борще. Прям вот такую вот щедрую ложечку. Можно посыпать острым перчиком. Кислоты здесь достаточно, так как в этой капусте есть кислота. Она на основе Weinbrand Essig. Это винный уксус. В маринованной свеколке тоже содержится кислота. Вот так вот. Непременно попробуйте, приготовите вы. Это очень вкусно. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.